Привет, меня зовут Полина Вашингтон, и это подкаст Vision Room о фотографии и творчестве. Сегодняшний выпуск я бы хотела посвятить практике визуального дневника, которую я нахожу безумно полезной для любого фотографа. Расскажу о том, как я к ней пришла, в чем ее смысл, почему она стала частью моей жизни, очень круто прокачала мой уровень и позволила меньше грузиться по поводу своего творчества. У меня с фотографией раньше был ряд проблем. Я слишком много думала о результате. А чтобы снимать, я ждала исключительно вдохновения и поэтому снимала не очень-то и часто. Плюс у меня был сильный блок на то, чтобы снять что-то простое. Я отучилась на базе хорошей школы классической фотографии и долгое время снимала на пленку, где в катушке было всего 36 кадров. Поэтому я была слишком перегружена мыслями о том, что я имею право сфотографировать, а что нет. И это право определялось моими представлениями о том, будет ли этот снимок нести какую-то ценность, потому что если нет, то зачем его тогда делать? И это было очень сильным ограничивающим убеждением, которое не позволяло мне снимать больше и развиваться, плюс получать удовольствие от процесса. Но есть вполне известная всем истина, что развитие фотографии возможно лишь тогда, когда вы практикуете регулярно. И мне тоже очень хотелось начать снимать чаще, потому что знания знаниями, но без опыта, без самого процесса это все не трансформируется в какой-то интересный результат. А я вижу, в том числе по моим ученикам, что это довольно частая проблема – заставить себя снимать чаще. И, кстати, именно поэтому многие ищут какие-то секреты, чтобы избежать необходимости менять свой уровень через практику. Потому что кажется, что если узнаешь какую-то формулу, то сможешь этот путь сократить. Но, к сожалению, даже результат от каких-то техник, он появляется через регулярность. Поэтому от связи частоты съемок с результатом никак не убежать. И вот была проблема. Я хочу развиваться в фотографии, понимаю, что нужно снимать чаще, но не разрешаю себе и не получается выжимать из себя какие-то идеи для запланированных съемок по 2-3 раза в неделю. Однажды я довольно случайно заметила за собой, что мне нравится делать простые фотографии на телефон. И я постоянно этим занималась, но не придавала этому значения. И мне подумалось, что, может быть, я могла бы попробовать начать делать то же самое на камеру и посмотреть, что из этого выйдет. Визуальный дневник – это что-то вроде фотографических заметок, сделанных за день. Это не гонка за шедеврами или кадрами в портфолио, а просто фиксация того, что зацепило ваш взгляд. И это очень важный нюанс, потому что если вы начнете стремиться снять для визуального дневника что-то крутое, то утратите суть самой техники, где вы опять переключитесь на результат. А визуальный дневник, он строго про процесс, с возможностью иметь приятный бонус в виде классных повседневных картинок на память. То есть сделать какой-то прикольный снимок не есть цель практики. Цель в том, чтобы наблюдать и фиксировать в моменте все то, что вас цепляет, и что вы находите красивым, важным и запоминающимся. Самое классное в этой практике то, что вам не нужно перекраивать под нее свое расписание. Вам не нужно искать на нее время. Вам просто стоит интегрировать ее в свою жизнь и расписание. Многие часто жалуются, что некогда чаще заниматься фотографией. Есть повседневная работа, какие-то другие дела, так что часто выделять время на какие-то съемки сложно. Визуальный же дневник – это про то, что вы фиксируете то, что замечаете в своей вот этой загруженной жизни и в ее пределах. Мозг сразу же выразит сопротивление и скажет вам, что ничего интересного в вашей жизни не происходит. Там нечего снимать, все уныло, скучно и однообразно. Очень хорошо вас понимаю, мне тоже так казалось. Но именно в этом и заключается смысл и одна из ценностей данной практики. Учиться замечать что-то красивое в простом, расширять свое видение, тренировать наблюдение. Первое время вам, скорее всего, будет довольно сложно влиться в эту практику и просто начать что-то видеть, что вы могли бы зафиксировать. Банально потому, что вы к этому не привыкли.
Для вас это будет что-то совершенно новое, и, само собой, какая-то ощутимая часть вас будет этому сопротивляться. Поэтому, если вы поймаете себя на этом, не нужно думать, что с вами что-то не так, или что вот вы какой-то не такой, раз не видите. Вот эта способность видеть и замечать, она тоже тренируется, как какая-нибудь мышца. Если вы ее тренируете только на редких запланированных творческих съемках, там раз в 2 месяца, то, естественно, она не крепнет и вообще атрофируется. Но чем чаще и больше вы начнете пробовать, тем больше вы начнете видеть. Для того, чтобы иметь возможность фиксировать повседневную жизнь вокруг, вам понадобится компактная камера. Я всегда советую исключить из этой практики какую-то габаритную технику, потому что это будет усложнять вам задачу, и как следствие вы с большей вероятностью на эту практику забьете. Я и сама по себе очень хорошо знаю, насколько легко пропадает желание зафиксировать даже что-то очень красивое, если понимаешь, что сейчас придется лезть куда-то далеко в рюкзак за тяжеленной камерой. У меня было 1000 моментов, которые я не сняла именно поэтому. Мне было некомфортно с моим инструментом, и было неудобно его быстро достать и использовать для кадра. Для визуального дневника очень важно сохранить легкость практики, убрать все то, что будет вам мешать. Безусловно, не у всех есть компактные камеры, не у всех есть возможность купить себе что-то для этого, но можно хотя бы начать делать это на телефон, потому что сейчас практически все телефоны довольно достойно снимают, и для фиксации вам будет этого достаточно. Однако я очень много слышала от знакомых и тех же учеников, что как только они покупали себе какую-то повседневную компактную камеру, они начинали чаще и с большим удовольствием снимать. Да и у меня самой произошло то же самое. У меня была хорошая камера Sony, хорошая какая-то габаритная оптика, но я не могла заставить себя снимать чаще, просто потому что это было, как-то неудобно. Но стоило мне купить небольшой кроп от Fuji, как я начала брать с собой камеру всегда и постоянно что-то фотографировать. Так что техника здесь бесспорно важна. Хотя, может быть, вы как раз тот самый человек, которого вообще не будет напрягать размер техники. Чтобы начать вообще что-то замечать и, как следствие, фиксировать, нужно начать смотреть. Это тоже действие, и это тоже навык, который развивается при должном внимании и регулярности. Как мы обычно, допустим, идем по улице на какую-нибудь встречу или спешим на работу. Мы вроде как смотрим глазами на мир, чтобы, не знаю, исключить возможность попадания под автобус или просто не набежать на случайного пешехода. Но по факту зрение здесь выполняет исключительно какую-то моторную функцию. Мы же сами обычно просто погружаемся в наши мысли и не замечаем, что происходит вокруг нас. Осознанное наблюдение выдергивает вас из витаний в облаках и учит смотреть на все то, мимо чего вы проходите. На отражение, витрины, здания, окна, людей, моменты и так далее. Потому что во всем этом можно за что-то зацепиться, увидеть что-то красивое и, как следствие, снять. Это очень похоже на какую-то медитацию по управлению своим вниманием, потому что ваше внимание привыкло от вас куда-то убегать. Особенно оно любит убегать в проблемы прошлого и планирование будущего. Но пока вы головой где-то там, думаете о том, что там вам мог кто-то сказать или чего вы не сделали, вы не смотрите, а значит, не видите. Это может быть сложно первое время, но, как я уже говорила, регулярность вас перестроит, и ваши глаза, наоборот, начнут видеть и цеплять что-то интересное в пространстве. Это навык, это не то, что можно было получить только при рождении. В себе я тоже это тренировала, и с каждым годом я вижу больше, и даже уже научилась идти и думать о каких-то там своих делах, тем не менее ловить глазами какие-то моменты. Тренируя вот так вот свое наблюдение, вы уже потом на своих съемках научитесь замечать какие-то интересные моменты, детали, нюансы, ракурсы. И все благодаря тому, что этот навык у вас ежедневно отрабатывается через визуальный дневник. Довольно серьезная проблема многих фотографов заключается в том, что они более сфокусированы на результате.
И даже в процессе съемки они больше думают не о том, как работать в моменте, а что там у них получается, не получается и вообще выйдет ли съемка. Как следствие, вы могли привыкнуть получать вдохновение только от результата. А результат – штука очень непостоянная. Нельзя сказать, что если вы достигнете какого-то невероятного уровня мастерства, у вас будут получаться абсолютно все съемки. У меня до сих пор бывают съемки, которые, на мой взгляд, не получились, и мне в них что-то не нравится. Но смотрите, какая интересная штука. Если бы мне был важен исключительно результат, такие съемки в стол меня бы очень сильно демотивировали и расстраивали. Ко всему этому бы подключалось разочарование в себе и страх того, что я уже больше никогда в своей жизни классного ничего не сниму. А у меня, между прочим, был такой страх. Но почему я нахожу в себе силы продолжать заниматься фотографией, даже если у меня случается там 1, 2, 3 не очень удачных съемки? Ответ очень простой. Мне нравится процесс. Именно благодаря тому, что мне нравится фотографировать, я вновь и вновь планирую новые съемки, несмотря на то, что какие-то не удались. Но так было не всегда, и раньше я довольно сильно грузилась, скатывалась в творческие кризисы, переставала снимать, и вот это вот все. Но чтобы чаша весов все-таки перевесила в сторону удовольствия от процесса, мне нужно было научиться получать это удовольствие от процесса. И в этом мне как раз помогла практика визуального дневника, потому что я изначально вывела из нее необходимость снять какие-то стоящие кадры в портфолио. Нет, очень важно изначально убрать любые ожидания по поводу этой техники, потому что нам от нее нужен не результат, а погружение в процесс. И вот смотрите, что происходит, если вы начинаете практически каждый день интегрировать в свою жизнь фотографию. Вы получаете точно такую же практику, потому что даже снимая не в портфолио просто что-то для себя, вы все равно работаете с композицией, выбираете точку съемки, какие-то настройки, крупность, ловите сам момент и так далее. И естественным образом это начинает сказываться на ваших фотографических навыках, даже несмотря на то, что это вроде как не какие-то там серьезные запланированные съемки. Это очень классное решение для тех, кому реально сложно найти время для планирования большего количества съемок. Да, пускай это не пойдет в ваше портфолио, но прокачивать ваш уровень это все равно будет. А значит, придя на редкую творческую съемку раз в месяц, вы уже будете в процессе немножко по-другому смотреть и по-другому снимать. Раньше частой причиной моего творческого кризиса было то, что я снимала редко, но при этом снимать мне нравилось и вроде хотелось больше, но не получалось по ряду причин. То есть меня очень грузили вот эти длинные перерывы, когда я не брала камеру в руки. Тут еще и внутренний критик подключался, и все, привет, творческий кризис. Но начав снимать регулярно, практически каждый день, фотография просто стала частью моей жизни. И причем эта фотография в моей жизни разная. Одна про идеи и креатив, другая про фиксацию, но одно перетекает в другое, создавая такой единый, непрерывный поток творчества, в котором я нахожусь. Я уже больше не гружусь по поводу того, что снимаю редко, потому что я, снимаю каждый день. У меня может долго не быть творческих съемок, но фотографии из моей жизни не уходят. Она часть меня и часть того, как я вообще воспринимаю мир. Сейчас я вообще не представляю себе, как можно выйти куда-то без камеры, потому что вокруг же столько всего интересного, и мне очень важно это запечатлеть для себя. Получается, что визуальный дневник еще и убрал довольно весомый загон из моей головы по поводу фотографий, и мне, безусловно, стало с этим легче. Плюс, снимая что-то простое и повседневное, вы также переключаетесь, смещая фокус с чего-то привычного, а именно вашей какой-то творческой фотографии, на что-то отвлеченное. Можно даже сказать, что вы таким образом отдыхаете от привычной фотографии, но при этом продолжаете развивать общие фотографические навыки.
Это тоже очень важно, потому что все со временем надоедает, а регулярные творческие съемки в целом забирают много сил из-за подготовки, коммуникации, процесса. И на каких-то повседневных вот таких прогулках и съемках можно очень хорошо разгрузиться. Многие переживают по поводу того, что же делать со всеми этими кадрами, которые снимаются каждый день. Как это хранить, как это обрабатывать. Обработка вообще для многих процесс такой довольно тягостный, и, естественно, мало кому захочется добавить себе в копилку дел ежедневную цветокоррекцию каких-то там повседневных фотографий. Но здесь тоже работает правило. Чем проще, тем лучше для этой техники. Я никогда не обрабатываю на компьютере свои повседневные снимки. Обычно я практически на ходу скидываю их по Wi-Fi или через провод в телефон. Там обрабатываю быстро в любом любимом приложении, которое позволяет накинуть какой-то пресет. Сохраняю и все. По сути, все мои снимки, которые у меня есть в телефоне, это те, которые я сделала на камеру, обработала и все. Я не храню исходники, только обработанный материал в телефоне. И вообще можно изначально снимать в JPEG, потому что у вас, скорее всего, будет отсутствовать необходимость как-то там сильно и глубоко обрабатывать кадр. Когда я выхожу из дома с камерой, я не думаю о том, что мне нужно что-то снять. Я просто всегда держу в уме возможность того, что мне захочется что-то снять, и я просто к этому готова. Все, что мне для этого нужно, это глаза, которые действительно смотрят, и камера под рукой. На этом все. Надеюсь, что вам было интересно, и до следующих выпусков.